окно изнутри. Значит, вот эти жалюзи, там, я не знаю, как они называются, здесь называются парсианы, было закрыто, то есть потянули открывать, что-то щелкнуло, в общем, оно скрутилось, здесь пружина закрутила всю ленту внутрь, и окно осталось на своем месте. То есть открыть вручную не откроешь, снизу надо толкать. В общем, это испанское окно. В принципе, не все похожи. Сверху вот этот короб стоит, там где не сматывается. Вот его нужно открыть. Это поддевается здесь. Вот, в принципе, можно добавить. Вот крючу я здесь двумя руками тянул. Вот оттянул, щель появилась. Теперь можно одной рукой. Вот оно отщелкивается. Окна в Лерое продаются. Вот, снял я крышку. Чуть не упала. Она защелкивается на защелках. А вот сам механизм стоит. Теперь нужно все обратно повесить, как было. Так, добрался наверх, стал на стульчик. Вот она накручивается на вот эту трубу, она вращается. Вот лента идет, и внизу пружина скручивается. Значит, что здесь проблема? Тут вторую часть не вижу, на внизу надо будет поднимать сейчас. Сначала приподниму, потому что самому снимать и поднимать неудобно будет. Когда появится, сниму. Вот одна часть уже отломана, вот. Или отломилась, она вот, судя по всему, отломилась. Вот второй ее нету тут. Сейчас, короче, надо вторую часть поднять, тогда будет видно. Внизу тут можно зажать руку вот, и приподнять ее. Приподнять и что-нибудь подставить, чтобы оно там сверху вышло. Во. Чуть-чуть подставил. Сейчас посмотрю, что сверху, может еще надо выше. Появилась, за другой пока не уезжал, он уже видно, здесь отломалась. Здесь тоже отломалась. Именно на месте, где вот эта вот штука держит. То есть это нужно сейчас вот это вынять, вот эту планку одну снять и подцепить на следующую, по-другому никак. Поднял повыше еще, вот она вышла уже наружу, то есть внутри, и вот эта часть уже, вот сейчас я заверну, вот она отломана здесь, отломана здесь. Тут ее никак не сделаешь, ее новую надо покупать, но простой вариант, не замучиваться, берем ее вот так в сторону снимаем, и стягиваем. Вот я ее снял. Теперь у нас остается целая. Тут, в принципе, можно эту снять и ниже поставить на следующую. Она будет держаться. Единственное, что в этом месте будет немножко зазор. Длина останется та же. То есть кому как больше нравится. Нужно на эту подцепить. И когда будем открывать, она опять же снизу не до конца будет уже, наверное, доставать. Можно поменять поломанную с местами с этой. Либо новую поставить. Как наматывать ленту? Лучше, конечно, два человека с помощником, проще. Либо можно самому. Значит, лента у нас сейчас свернулась равно внутрь. Значит, нужно ее полностью вынять, то есть вытягиваем на себя всю, пока не выйдет вся. В общем, как она вышла вся, здесь нужно либо завязать узел, чтобы она здесь назад не закручивалась, либо зажать чем-нибудь, не знаю, хорошей прищепкой, зажимом каким-нибудь. Если два человека, один держит, второй сверху, когда вот ослабленная веревка, все наматывает на барабан. Берете, наматываете на барабан до края и фиксируете узлом. Вот так она у вас останется, сверху будет намотана, то есть она в таком положении. И потом вставляете пластмассочки на свое место. Вот накрутил, оно сейчас на тяжке, зафиксировал здесь узелок. И теперь можно вставлять первую планку. Опять мы поднимаем, вставляем первую. То есть пустил чуть пониже, чтобы сюда край достал. Вот я их поменял местами, вот она нарезана, вот это уже новое. Теперь увожу вот сюда на край, до вот этого места, где будет
соединяться с этой пластмассочкой, которая держать будет. На краю воду. Вот она. Здесь я вынимаю кусок вот этот. Теперь нужно вставить вот эту вот, ну, другую вот здесь вот, чтобы залезла, не знаю, одной рукой. Смогу или нет. О, вот оно встало одной рукой. Теперь ее пропускаем. Вот. И тут тоже одеваем. Вот оно как получается. Все, и ведем теперь до следующей. Следующая вот она. Продвигать ее надо. Вот она идет. И вот до следующей. Теперь следующую так же само вставляем здесь в паз. Вот. Здесь уже левой рукой не посмотрим. Так, вот вторая. Тоже ведем. Все, запихиваем дальше, чтобы она шла дальше. Вот, двумя руками пришлось это. Вот их выравниваю, одну и вторую. То есть они вставлены. Поломанная уже следующая идет. Но она держать будет нормально. Чтобы по всей длине остальное есть. Вот они подсоединены. Я снизу опустил, убрал все. Штора опустилась вниз. И вот оно теперь висит на своем месте. Вот этот вот зазор, если бы я еще убрал одну планку, то вот эти отверстия уже были бы еще ниже. То есть было бы не полностью закрыто. Дело в том, что это окно уже один раз так же само ломалось, я одну убрал планку. Поэтому вот осталось где-то вот до сюда эти вот отверстия, оно не плотно закрыто получается. Снизу вот хорошо. Если бы я сейчас бы еще убрал, они были бы еще до низу больше. Вот оно все одето. И здесь, и там. Вот. Висит. Теперь надо узел брать. Пружина потянет. Вот. Лента стала на место. Все на месте. Вот. Натяжки уже. Теперь убираю подпорку. Вот она остановилась. Опускаем. Поднимаем. Лента вот уходит вся на свое место, в натяжке стоит. Если не натянете, будет болтаться. Вот она ездит. Все как положено. Ничего сложного. Теперь осталось крышечку закрыть. И можно дальше пользоваться. Кому понравилось, смотрите еще видео. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки.